Когда ты создаешь компанию в Google Ads, часть настроек уже стоит по умолчанию. И они включены так, как выгодно Google, а не тебе. Я сейчас покажу 3 такие настройки, которые тихо жгут бюджет новичка. И что делать с каждой за минуту. Я 19 лет в Google рекламе, так что показываю по деньгам. Погнали. Первая настройка. Когда ты создаешь поисковую кампанию, у тебя по умолчанию стоят вот эти 2 галки. Поисковые партнеры Google и контекстно-медийная сеть. Звучат они как больше охвата, а на деле это дешевые нецелевые клики со сторонних площадок и приложений, которые просто съедают твой бюджет и портят статистику. Смотри, я всегда снимаю обе. Для чистой поисковой рекламы новичку они не нужны. Вторая ошибка – параметры местоположений. Ты ставишь город, страну, где ты хочешь показывать свою рекламу. Но Google по умолчанию прячет тут ловушку. Потому что по умолчанию стоит присутствие или интерес. Это означает, что рекламу увидят не только те, которые находятся в твоих целевых местоположениях, но и те, кто просто ими интересовался, находясь где угодно на планете. То есть ты будешь платить за клики из чужой страны за людей, которые никогда ничего у тебя не купят. Переключаю в присутствие, чтобы рекламу видели только те, кто реально находится в моем регионе. Третье – это рекомендации и автоприменения. Google уговаривает поднять показатель оптимизации до 100% и включить автоприменение рекомендаций. Я прерву это видео на 32 секунды, чтобы ты наконец перестал сливать рекламный бюджет. Под моим управлением было более 700 миллионов долларов США в Google Ads, поэтому все инсайты проверены на практике. Я регулярно общаюсь с топ-сотрудниками Google, а сам являюсь официальным Google партнером. Мои ученики-предприниматели со всего мира уже оптимизировали свои рекламные кампании, сократили расходы и увеличили продажи благодаря моим методикам. Эти стратегии работают для любого бюджета, хоть $500 в месяц, хоть $5 миллионов в месяц. Я приглашаю тебя применить эти же проверенные подходы. Переходи по ссылке в описании к этому видео и сделай свою рекламу по-настоящему эффективной. Смотри на реальный пример из моих данных. Аккаунт держит показатель оптимизации 99%. И при этом почти 1/5 часть бюджета уходит впустую. А клик на 14% дороже рынка. То есть балл высокий, а деньги горят. Потому что этот показатель — это средний шаблон Гугла, а не твоя прибыль. Кроме того, всегда нужно применять автовыключение рекомендаций, которое находится в разделе меню «Авто применение рекомендаций». И я снимаю всегда в этих 2 пунктах абсолютно все галочки, чтобы Google ничего сам не менял в моем аккаунте. А из тех рекомендаций, что он предлагает, я беру только те, что реально работают на результат. Вот 3 настройки, которые Google включил за тебя, и 3 минуты, чтобы их поправить. Это и есть разница между тем, кто платит Google лишнее, и тем, кто держит контроль. Кстати, как настраивать всю систему по деньгам, я разбираю на бесплатном вебинаре, ссылка на который под этим видео. А в комментариях напиши, какую из 3 ошибок ты нашел включенной у себя.